Целую неделю продолжался шторм. Я такого здесь не помню. Всю неделю ветер дул со стороны моря. Волны очень сильно повымывали пляж. Сделали здесь буквально полосы из забросанной тины. Но сегодня шторм практически завершился. Прошлую неделю, эту неделю я ездил в Барселону, а также ездил в Аликанте. За эту неделю мне удалось обновить красную карту, а на прошлой неделе я поучаствовал в процедуре, которая называется «Переход на первую фазу программы помощи для беженцев». Для подписчиков на YouTube, на Патреоне, на Бусти я буквально даю инструкцию, как обновлять красную карту и как выглядела процедура перехода с нулевой на первую фазу программы помощи для беженцев, которая курируется Министерством интеграции в Испании. Почему только для подписчиков? Потому что я открыл для себя тайну. Когда я случайно оказался в Испании, я не мог понять, в силу каких причин жители Европы не особо горят желанием оставлять донаты и даже консультационным образом помогать оказавшимся в тяжелом положении в Европе. Это я по себе выяснил. Большую часть донатов я собирал на российских платформах. В Европе с этим очень плохо. Донаты практически не собираются. И вот, знаете, на прошлой неделе в процессе поездки я для себя понял такую вещь. А ведь я трачу сотни евро просто для того, чтобы узнать информацию, которую вам предлагаю в готовом виде, без экспериментов, без проб и ошибок, без нервов, без потраченного времени. И, наверное, я сейчас не готов делиться этой информацией просто так. За поездку в Барселону я потратил на поездку и за поездку, за то время, пока я ездил, я потратил порядка 500 евро. Билет в одну сторону на автобусе — это самое дешевое, что можно купить срочно, то есть не загодя, а мне нужно было срочно поехать. Стоит 55 евро. Это без стоимости билетов на метро, без стоимости проживания, питания и всего остального. И я готов рассказать эту информацию, но только тем, кто станет моим подписчиком и поддержит меня материально. Наверное, из этой же логики исходят те, кто давно в Европе, те, кто пробивался здесь без сторонней помощи, те, кто так же, как и я, тратил деньги на пробы, на ошибки, нарабатывал платный дорогой опыт. И теперь я предлагаю этот опыт вам в концентрированном виде за небольшой донат или за небольшую ежемесячную помощь, которая мне как раз очень будет нужна. Потому что хоть я и заменил свою красную карточку на новую, но мне по-прежнему практически нереально арендовать здесь из-за того, что у меня статус всего лишь просителя убежища, а не статус резидента в Испании. Подписывайтесь на меня, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Считаете ли вы обоснованным мою просьбу стать моим донором на различных платформах? Или вам кажется, что я должен все, что я за деньги
узнал рассказать вам бесплатно. Жду ваших комментариев.